Привет, друзья! Готовлю сегодня вкусный хрустящий салат из картофеля камдича. Также любителям острова невозможно пройти мимо корейского супа с мясом, овощами и мягким нежным тофу. Беру 2 крупные картофелины и натираю на специальной терке в очень тонкую соломку. Можно, конечно, и нарезать вручную, если нет такой. Отмачиваю в воде несколько минут холодной вместе с морковкой. Затем воду сливаю, но не выливаю, она еще пригодится для бульона. Заливаю соломку крутым кипятком на 30-40 секунд. Если хотите помягче картошку, то можете подержать чуть подольше. Затем сливаю воду и даю немного остыть. В это время отдельно обжариваю лук на небольшом количестве масла. Как только лук смягчится, кладу мелко нарубленный чеснок и быстро обжариваю. Все, огонь можно потушить и спокойно положить красный молотый перец и все быстро перемешать. Кладу обжаренный перец с луком на картофель и заправляю по вкусу. Кладу черный перец, молотый кориандр, сахар чуть-чуть и соль по вкусу. Перемешиваю и пробую, соли достаточно для меня. Кладу зеленый лук, нарезанный крупно, кунжутное масло для более насыщенного вкуса и обжаренные кунжутные семена. Получился очень легкий, питательный салат на каждый день. Очень ароматный и хрустящий картофель. Попробуйте непременно. Готовлю насыщенный густой суп с тофу, тубу тендянцеге. Овощи заранее режу, так как этот суп готовится очень быстро и все должно быть под рукой. Лук репчатый режу полукольцами, довольно-таки крупно. Половинку моркови режу в соломку, а картофель режу тонко. Кабачок молодой буду использовать только половинку. Режу тоже небольшими дольками. Если есть, то можно добавить острый перец, но можно заменить сладким перцем. Режу зеленый лук длиной 3-4 см. Режу аккуратно тофу толщиной 1 см примерно. Тофу очень нежный продукт и требует к себе тоже такого же отношения. Режу мясо небольшими кусочками, у меня филе говядины, но можно использовать свинину по желанию. Обжариваю мясо в начале, наливаю масло немного в глубокую сковороду, где я буду готовить. Пока мясо обжаривается, подготавливаю соевую пасту. Кладу простую соевую пасту в глубокую чашу. Туда же кладу кочуджян, острую соевую пасту, соевый соус, устричный сироп и сливовый сироп, красный молотый перец и все перемешиваю. Очень вкусно получается, если у вас такие есть мелкие сушеные анчоусы. Добавляю в эту пасту и перемешиваю. Все, мясо практически обжарился, кладу туда лук и все перемешиваю. Затем кладу морковь и картофель и слегка обжариваю. Также добавляю туда мелко нарубленный чеснок и все мешаю. Кладу подготовленную острую пасту и выливаю туда воду крахмальную, где отмачивался картофель. Растворяю пасту в воде и даю немного покипеть, чтобы овощи сварились хорошо. Пенку снимаю, которая образовалась. Кладу немного черный перец, солю по вкусу, добавляю немного кунжутное масло. Затем в конце кладу уже оставшиеся овощи, это кабачок и перец стручковый. Перемешиваю слегка и сверху выкладываю тофу. Тофу мешать нельзя, то есть нежелательно, пока оно не приготовится. И белок соевый не схватится и станет упругим и более эластичным. Посыпаю сверху зеленый лук и через пару минут можно уже подавать к столу с горячей чашкой риса. Это очень вкусное блюдо, согревающее и приносящее удовлетворение для тех, кто любит острое и, конечно же, необычные. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. Пока-пока!